А, Привіт, любі друзі! Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я хочу записати це відео для тих, кого цікавить питання, чому досі ніяк не може закінчитися війна в Україні. Давайте сьогодні подивимося швидко таке коротеньке відео, чому ніяк не може зупинитися ця війна, чому вона продовжується. Я сподіваюся на ваше розуміння. Ви бачите, як мені важко розмовляти українською мовою. Я вже у минулому відео розповідала, чому, бо я з Харкова і багато років я проживаю не в Украине. В общем, я переключусь на русский язык, потому что, особенно когда я буду просматривать, вы видите, я говорю гораздо быстрее, и я не думаю, что говорить, я просто буду просматривать, и тут же в потоке буду вам это все выдавать. Так будет лучше. У меня, как обычно, со мной этот талисманчик, который я очень люблю, который у меня с собой все время в машине, вот это вот сердечко, оно мне очень нравится. Вот, такой символ Украины всегда меня греет. Знаете, я почему решила записать вот так вот внезапно, я ехала и снова почему-то видео про Украину в машине. И, в общем, это видео, одна из моих подписчиков сейчас в YouTube оставила комментарий на прошлое видео, говорит, что да, я с вами согласна про вибрации, повышение вибраций, говорит, ну когда же закончится наконец-то все эти бомбежки, вся эта война в Украине. И я сейчас хочу, вы знаете, вопрос, когда закончится, вы знаете, время в мире энергии нет такого, да, то есть мы живем без каких-то конкретных отрезков, да, то есть насколько мы с вами будем быстро меняться, насколько мы быстро будем очищаться, настолько быстро и будем переходить в новые энергии, настолько быстро закончится война. И вы знаете, когда я сейчас только хотела начать записывать это видео, первая идет причина, потому что есть куча накопленных обиды и злости, от которых люди должны избавиться. То есть новое измерение, вы поймите, новое измерение, новый мир — это мир, в котором нету вот этой вот черноты, вот этой все скованности прошлого мира, где есть чистота помыслов, где есть чистота в сердце, потому что очень многим кажется, что все начали жить по-новому. Друзья, но на самом деле я просто работаю с этим очень много лет, и оказывается на самом деле, что у нас есть обиды на своих ближних, есть обиды на свое детство, да? Поэтому все, кто, допустим, даже особенно выехал из Украины, и вы там все хотите вернуться, первое, что поставьте себе в проработку, мой совет, если вы хотите, чтобы поскорее все это закончилось, поставьте себе задачу, что мне нужно осознать, какие у меня есть обиды, какая у меня есть злость на своих близких, которые живут в Украине, на свое детство, которое у меня прошло в Украине, и так далее. То есть это обязательно просто сделать. То есть надо убрать из сердца все обиды, все злости, все претензии. То есть это номер раз. Это, собственно, то, что нужно сделать всем на этой планете Земля, чтобы перейти в новое измерение. Поскольку Украина, как я уже говорила, первопроходец, поэтому украинцы сейчас первые, просто у них идет такое вычищение. Спросите, насколько сильно преобразование людей, насколько их изменения, насколько их очищение, насколько переход людей в новое измерение влияет на окончание войны. Я когда вот смотрю влияние, да, этого процесса на окончание войны, и мне идет 90%. То есть у нас сейчас происходит война, и 90% происходящего зависит от окончания войны, от того, как будем меняться мы с вами, украинцы, люди, которые живут на Украине, которые имеют отношение к Украине. Знаете почему? Так вот, я посмотрела, одна из самых первых главных причин, почему война никак не может закончиться, и никак не можем наконец-то все это преодолеть, потому что, как я объяснила, мы первопроходцы. Мы люди, которые первые сдаем экзамен для того, чтобы перейти в новые энергии, для того, чтобы оставить все, скажем так, все темные стороны, да, такие как обиды, злости, а у нас, у очень многих людей есть обиды, претензии к нашим родителям, к нашему детству, к нашему государству, к всему, что происходит. То есть нужно перейти нам всем срочно, как можно быстрее из мышления жертвы в мышление Творца. То есть мышление жертвы — это где со мной происходит, со мной произошло что-то плохое. То есть чем отличается, да, мышление жертвы от мышления Творца? Когда мы мыслим в состоянии жертвы, мы понимаем, что это происходит над нами, с нами, мы жалеемся, мы жалуемся, мы плачемся, мы страдаем от того, что с нами что-то происходит, это несправедливо, это мучительно и так далее. То есть первое, что сейчас должны сделать все украинцы, люди, которые живут в Украине, которые выехали из Украины, неважно.
То есть первый задаться себе вопросом, остались ли у меня какие-то обиды, они наверняка остались, поверьте, даже я человек, который прорабатывает около 20 лет, когда началась война, у меня поднялась такая огромная волна новых проработок про отношения с мамой, потому что она живет в Украине, к моему детству, потому что оно пошло в Украине, и ко многим разным другим моментам, да, у каждого они свои, я просто вам привожу пример. Поэтому первое, разбираемся со всеми обидами, со всеми злостями, со всеми программами, которые идут у нас из детства, в том числе стереотипы поведения, поверьте, то есть если вы в детстве жили, у вас был определенный в семье уклад, и поверьте, большинство из этих стереотипов не стыкуются с новой энергией, с новым миром. Поэтому их нужно все разбирать и менять, и заменять на новые модели поведения. Поэтому первая, я когда вот сейчас поняла, первая причина, почему никак не может закончиться война, потому что очень многие люди вместо того, чтобы заняться собой, своей жизнью в ускоренном режиме, продолжают также задаваться вопросом, почему происходит война, почему я оказался в таких обстоятельствах, ругаться, злиться, то есть не брать эту ситуацию как помощник, как, знаете, как такой как вулкан, который наконец-то взорвался, который дает подсказку, что нужно срочно разобраться в себе, провести такую внутреннюю ревизию, такую внутреннюю комнату своего мира, полностью в ней провести уборку, то есть разобраться со всеми своими эмоциональными, скажем так, этими якорями, которые просто тянут вниз и не дают двигаться вперед. То есть всю темноту убрать, всем светом это заменить. Поэтому очень важный первый такой момент, да, почему никак не может война, потому что люди вместо того, чтобы переходить в создание Творца, по-прежнему очень многие выбирают оставаться в состоянии жертвы. И они вместо того, чтобы усилием воли над собой эту работу проводить, многие до сих пор так и ждут, что вот сейчас как-то оно будет меняться, сейчас как-то другие пусть меняются, пусть оно все поскорее закончится, я заживу как раньше. Нет, как раньше уже не получится, нам придется всем жить по-новому. Поэтому первая и такая самая главная причина, все обиды, вся злость, все негативные эмоции, которые у вас есть, все программы нужно обязательно проработать. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы перейдем и очистим наше пространство. Вот. Поэтому это одна из самых первых причин, почему никак не может закончиться война. То есть люди никак не могут пройти вот этот критически необходимый. Потому что, в принципе, война началась для того, чтобы это какой-то катализатор был очищения, да, то есть не зря же происходит и бомбежки, все это зачищение городов, там, уничтожение каких-то, там, даже очень важных нам памятников, да, это подсказка все идет, понимаете, что многие вещи, даже кажется, что они были какими-то красивыми, очень важными, и мы к ним прикипели, но придет новый мир, и сопротивляться этому бесполезно. То есть даже как у меня свет тут пробивается, да, вот сзади сейчас так красиво, точно так же пробивается свет. И, к сожалению, замена иногда старого мира новым миром в мышлении, в тому, как мы воспринимаем мир, на то, как мы реагируем. Это очень часто очень болезненный процесс. Я сама через него и проходила, и прохожу, и я прекрасно понимаю, о чем речь. Это очень тяжелый процесс, но это очень важный. Поэтому это первая причина, почему никак не может закончиться война. Люди никак не хотят, не могут провести эту внутреннюю работу, которая необходима. Вот. Я говорю про критическую массу. Понятно, что есть люди, которые прям, всем сердцем действительно, это, скажем, осознанно проделывают эту работу. Кто-то проделывает эту работу, скажем так, знаете, автоматически так жизнь, в общем-то, складывается. Вот, поэтому такая вот первая причина. Давайте посмотрим вторую причину, почему же никак не заканчивается война. Вы знаете, Украина просто часть глобальных процессов, политических, экономических и, в первую очередь, тоже энергетических. Поэтому мы все равно есть одно целое в этом мире. Поэтому Украина является частью этого процесса. Поэтому, хотим мы этого или нет, в общем, нужно понимать, что есть какие-то еще более обширные процессы, нежели мы с вами только одна страна. Вот. Следующая, третья причина, почему никак не может закончиться война, вы знаете, потому что очень многим люди привыкли зарабатывать